Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня расклад будет вот совет от карт, может быть, да, какой-то, посмотрим. Просто от карт, через Вселенную. Или такой вопрос, может быть, что ждет тебя на самом деле? Да, что ждет тебя на самом деле? Когда закончатся трудности? Вот такое вот можно тут задать будет. Ну, думайте о себе. Можете задать свой вопрос на расклад сейчас, вот пока тасую колоду. И пусть карта отвечает, да? И скажите свое имя. Скажите свое имя, свой вопрос задавайте. Сейчас 5 карт выложу и будем смотреть, какие ответы они несут. Так, я пока настраиваюсь. И сделаю, да, сигнификацию. Я настраиваюсь, вы спрашиваете. Так. Угу. Давайте так, 5 карт выложу, 3, 4 и 5. Так. Давайте сегодня тоже посмотрим, что Архангел скажет, как в прошлом раскладе. Именно в конце прочитаем. Именно что вот он захочет вам подсказать или уточнить. Его слова. Какими они будут. И делаю сигнификацию. Итак, карты, расскажите, в каких энергиях сейчас находится девушка, женщина, мужчина, может быть, смотрит, да, этот расклад. Угу. О, Луна, спать хотите или что у вас? И Солнце? Ничего себе. Луна и Солнце. Знаете, следующие дни, через где-то, ну, через 2, 3, 4 дня у вас, вы как будто перепрыгиваете из Луны в Солнце. Но эти дни, вот сегодня, завтра, они будут еще немножко шаткими, энергетически давящими чуть-чуть. Да, есть такое, раз такие сильные карты вышли. Где-то и поплакать захочется, где-то и потанцевать захочется. Знаете, вот немножко, да, есть такая вот качелеобразная все-таки энергия. Даже здесь вот, в обычном раскладе, да. Но раз Солнце вышло после Луны, значит, ждите исправления, изменения. Ждите на небе солнышко, ждите, даже если его пока что еще не будет, но, скорее всего, уже скоро солнце будет, скоро такое вот, что-то такое вот хорошее в душе, чувствую, у вас будет, где вы действительно, ну, как бы задышите новым воздухом, новыми впечатлениями. Вот такое ждите. Но и вы к этому готовы. Вы к этому готовы. Это как сигнификация карты, что про вас говорят. Да, устали, но вы готовы к переменам, к каким-то очень интересным, хорошим событиям. Да. Рыцарь посохов, семерка посохов и четверка посохов. Вы посмотрите, сколько огня здесь выходит. У вас глазки горят на какой-то интересный момент жизненный, на какого-то человека. Кто-то вам нравится очень сильно. Вот, потом вы уверены, что вы справитесь с какой-то поставленной задачей, да, с чем-то справитесь, денежки получите. Вы уверены, что в доме все будет хорошо. И, кстати, наводите порядок. Вам хочется навести порядок, и в ближайшее время, да, может, сегодня даже вы наведете хороший порядок. И, кстати, когда вы будете уборку делать дома, да, у себя, там, где вы ночуете, там, где вы живете, вы найдете вещь, может, уже делали недавно и нашли, которую
не надо клеить, я не знаю, сшивать, клеить. Если она очень сильно дорога вам, оставьте такой, как есть, помойте ее, смойте с нее пыль каких-то тяжелых энергий и уберите в какой-нибудь ящичек, в коробочку, да, не знаю, что это за вещь. Это может быть вазочка, это может быть какой-то что-то такое, как на подставочке даже, на подставке. Может быть, ну, в витрине где-то стояла. Может, и одежда даже, знаете, как расклад общий. Но что-то у вас, как оно, эта вещь связана с памятью. Вот память о чем-то, о ком-то, может быть. Но если она вам, вот вы взяли в руки, нашли, да, давно не видели эту вещь, и она вам не по душе, вот тогда выкидывайте. Если по душе, моем, чистим, оставляем. Если не по душе, это как раз пришло время с чем-то распрощаться и что-то вынести, как энергетический застой, энергетический блок из своего дома. Кстати, энергетический блок, даже с той вещи, что вам по душе, вы вымоете, вымыть проточной водой нужно будет. Смываю боль, смываю грязь, смываю, что хотите, говорите. Что чувствуете, говорите, что вы смываете, и все. Оно высохнет и будет заново вас радовать. Может быть, оно как подарок, как сильный щит защиты, да, накопило на себя уже какую-то грязь, которую снимала с вас, поэтому нужно почистить. Может быть, даже побрызгать святой водой, но помыть проточной водой точно надо. Или какая бы эта вещь ни была, если это бумажная, конечно, вещь, картина, допустим, какая-то картинка, но здесь тогда просто тряпочкой, да, протереть. Естественно, под воду не совать. Вот. Но это важно. Это важно именно на сегодняшнем раскладе вам услышать. Вот. А если да, если она не по душе, выкидываем и избавляемся от какого-то груза. Очищаем свой дом. Справляемся с нужными какими-то возможностями, получаем и защиту, и финансы. Ну, идем дальше. Вот такое вот про вас карты говорят. Вы стоите на пороге реальных перемен. 13-й аркан. И любовь. И любовь идет в вашу жизнь. Скоро будете радоваться, радоваться. Любовь идет в вашу жизнь. Может быть, уже даже сегодня, завтра, в ближайшие дни вы с кем-то будете встречаться, разговаривать, переписываться. Скоро свидание у кого-то из вас будет очень такое нежное, мягкое, с каким-то продолжением. Угу. Или кто-то скоро найдет для себя вот того нужного человека, которого очень-очень хотелось в жизни. Потому что идут перемены. Перемены на лучшее, наконец-то. Как будто старое уходит, действительно, даже с этой вещичкой, может быть, выкидывается, либо очищается, да? И новое приходит в ваш дом, в вашу жизнь. Это уже сигнификация. О, вы белая карта. Вы белая карта. Вообще супер. Вообще, как сигнификация для вас, это очищение. Это белая карта вашей жизни. О, это мне нравится. Вот этот расклад, он уже что-то такое говорит. Потому что на неделе расклады были очень сложные. Особенно про врагов. Но все равно выкопала оттуда, что они предупреждают, где надо быть аккуратнее. А здесь уже белая карта. Ну, давайте здесь, да, начинать. Так, первое. Целитель, восстановление, сострадание, выздоровление. Ну, смотрите, если у вас был вопрос, выздоровлю ли я, как здоровье будет, да, как восстановится моя система и нервы. Ну вот, в общем, около вас вот этот целитель. И вопрос по целительству, да. Может, какие-то дела, чтобы исправились, может быть, но больше как здоровье. Больше вопрос по здоровью. Может быть, даже не ваше, а ваших детей, ваших родителей, может быть, там, или еще кого-то, братьев, сестер, да, у кого как. Ну, вопрос здоровья стоит. Смотрите, здесь идет по этой карте как точка правды. Вот реально как точка какая-то вот правды в его руках.
Сейчас скажу. Эта карта говорит о создании мощного выхода из какой-то сложной ситуации. Целитель в ваших руках, в вашей голове, но и очень хороший человек где-то рядом с вами, который поможет вам разобраться в этой ситуации. Кто-то подскажет вам, поможет, вы справитесь. Целитель — это на выздоровление, на исправление, на улучшение, на ослабление. Ослабление от тяжести и груза. Больше так. А не ослабление себя, а именно сброс тяжести и груза. Недаром, говорю, в начале расклада вот эта вещичка вышла. Точка правды здесь идет. Реально точка правды. Поэтому, если у вас есть какие-то страхи, они иллюзорные. Не накручивайте себя, у вас все получится. Реально все получится. Пятерка посохов. Вы справитесь с недугом и недругом, так скажу. Вот, не закрывайте себя какими-то иллюзиями. Открывайте себя, и вы справитесь, исправите, и многое, что возьмете того даже, что вы не ожидали. Шестерка мечей — выход из сложностей и выход из тяжелого состояния. Возможно, да, переживаете за близкого человека. Здесь тоже идет излечение и исправление. Мужчина вам поможет, мужчина вам будет в помощь. Даже если вы мужчина, который сейчас смотрит расклад, вам идет мужская энергия тоже как в помощь. Именно мужская энергия идет вам в помощь, кто бы ни смотрел расклад. Он как будто бы закроет, ну, образно говоря, закроет своими руками что-то острое, почему вы должны пройтись. Но это как помощь. Это реально помощь. Целительство, выздоровление. Нужно ли куда-то обращаться, идти, ехать, или оно само найдет? Ну, колесница, да. Нужно и спрашивать, нужно и... Кстати, вы знаете, может быть, даже какой мужчина вам поможет. Либо скоро узнаете. Но здесь дороги. Здесь сложа руки сидеть нет, не надо. Здесь дороги, здесь уже пройденные дороги, уже сделанное что-то, которое принесет вам пользу, которое принесет вам выздоровление. И у вас большие дороги еще будут впереди по колеснице 100%. Смотрите, врач, очень хороший врач поможет. Это маг, это врач. Потом, может, человек, который действительно ученый, ну, знает многое, да, профессор какой-то. Может быть, просто, говорю, человек, который реально знает. Но здесь повелитель 4 стихий, и эти 4 стихии сейчас направлены на ваше исправление, излечение. Четверка мечей — выход, выздоровление действительно. Кто-то болел, вы ли болеете, да, вы выздоравливаете. Вы выздоравливаете. Четверка — это уже как зашитые раны, это когда ты уже все начинаешь подниматься потихоньку. И да, у тебя будет поддержка и помощь. Четверка кубков. Тебе судьба дает шанс, не закрывай себя. Не закрывай, бери этот шанс. Бери этот шанс, и очень много впереди еще. Не переживай, все будет хорошо. Выбор сделаешь правильный. Поможет мужчина. Мужчина. Вот идет мужчина, и все. Вот уже в котором раскладе. Нету карт, чтобы вот женщина, а мужчины помогают. Девятка мечей. Выйти из головных болей, выйти из боли в суставах, выйти из просто болезни и выйти из переживаний за другого человека. Вот она опять, луна выходит. И луна выходит, вернее, на луну выходит десятка пентаклей. Вы получаете свою силу, свою защиту. Вы выходите из луны, вы выходите из сложностей. Однозначно. Карта за картой, вот именно так и говорили. Дальше. Следующий, может, какой-то тут тоже вопросик, да? Мастер. Умение, внимание к деталям, мастерство. Угу. Время пришло, да? Время пришло. Какой-то теневой шепот слышу. У вас есть скрытый страх.
какой-то скрытый страх. Видите, как в капюшоне закрытый человек, да, скрытый страх. Он как будто бы блокирует ваш успех. И надо как-то его превратить в твою силу, а не в бессилие. Вот этот теневой шепот, теневой фактор какой-то есть, но он идет с пользой. Теневой фактор, страх. У вас есть страх. И он как теневой шепот, теневой фактор. Реально. Реально так и есть. Чего вы боитесь? Вопрос. Вопрос, который вы задавали, может быть, или просто сейчас думаете об этом, что я боюсь. Что я боюсь? Что вы боитесь? Кого вы боитесь? Что-то происходящее. Знаете, ваш теневой шепот, теневой фактор — это ваш... Это страх. Только страх надо направить не на скручивание себя, не на закрытие, не на нервные какие-то атаки, да, вот эти психика, чтобы психология, ну, короче, вот это все страдало, да, а наоборот, в свою силу превратить. Да, я боюсь, потому что я здоровый человек. А потому что реально здоровый человек имеет право бояться. Это нормально. Но я справлюсь с ситуацией, потому что я жив-здоров. И дальше все будет так же само. Я буду жив-здоров. И вот этот страх поможет вам убрать плохое из вашей жизни. Либо достичь того момента, когда само это плохое наконец-то уйдет. Это теневой шепот. Он с пользой. Главное, чтобы вы действительно взяли его как мастерство свое, как время пришло на исправление, время пришло на понимание. Живи сегодняшним днем, потому что ты сила. Завтра у тебя будет другое уже все, самое лучшее. Ты мастер своей жизни. Здесь, может быть, вы боитесь работы новой, вы боитесь переезда, вы боитесь завтрашнего дня. Даже через час может что-то случиться, вы чего-то боитесь. Но вы сейчас живы-здоровы, имеете возможность бояться, значит, вы понимаете ситуацию, значит, у вас нет каких-то там проблем с вашей, не знаю, пониманием вашим, может, даже с памятью, не дай бог, да, значит, все хорошо, что вы помните, поэтому что-то и боитесь, да. Вы же прожили какое-то время в сложных ситуациях, в предательстве, в хороших ситуациях, в защите. Вы многое что знаете, и у вас есть что с чем сравнивать. Вы мастер своей жизни, вы мастер своего дела. У вас получится решиться на переезд, если он вам действительно нужен. У вас получится обосноваться на новом месте жительства так, как будто вы всю жизнь там должны были жить. У вас получится выйти из проблем, препятствий и захвата вашими врагами или какими-то магиями, да, вашей жизненной силы. Это все уходит. Вы выходите победителем. Вы выходите победителем. Вот что карта сказала. Ну что еще здесь? Паж Пентаклей. С маленьких шагов начинается большое счастливое будущее. Шестерка кубков, как раньше, уже не будет, но очень многое с прошлого вы возьмете как пример. Как пример что-то совершать, а что-то обойти. Вы девятка пентаклей. Это значит стабильная, уверенная в себе личность, которая все свое всегда складывает рядом с собой. Это восстановление баланса и получение новых возможностей. Кто-то, кстати, учиться пойдет на новую какую-то специальность, может быть, или улучшение, или вообще что-то совсем другое. Может, кто-то почитает книжку и по этой книжке начнет как-то расти в рост и финансовый, и в каких-то действительно других ситуациях в лучшую сторону. Так что, да, с маленьких шагов начинается большой путь. Паж Пентаклей и девятка Пентаклей. Прекрасно. Вы мастер своей жизни. Дальше. Отшельник. Одиночество, самоанализ и мудрость. Любовь. У кого-то вопрос по поводу любви был. Но это подарок судьбы, который был с подвохом, можно и так сказать. Кстати, отшельничество тоже может быть даже подарок вашей судьбы, но с каким-то подвохом.
Такое тоже может быть. Что тут по этой карте вижу? Какое приятное событие в вашей жизни было, которое вот запомнилось? Вот какое приятное событие? Может, у кого-то на свадьбе гуляли, может, с кем-то ночью где-то побродили, да, может быть, куда-то съездили, может быть, ну, естественно, ребенок родился, там вот это все такое, да. Вот какое приятное событие у вас было? Это, знаете, это как... Это реальный подарок судьбы, да, оно же приятное событие. Но у вас был выбор, который заставил вас переживать в одиночестве, вести какой-то самоанализ и потерять немного на время в свою же мудрость. Да, вы какой-то выбор сделали и считаете, что это неправильный выбор был. Знаете что? Подарок судьбы с подвохом по этой карте — это больше как принятие того, что вы прошли нужные, важные и сильные моменты в своей жизни, даже если где-то были подавлены, плакали и были разбиты. Вы прошли эти моменты, и вы сможете справиться в любой ситуации просто на превосходно. Вы отшельником по жизни не будете. Только если сами себя не будете закрывать. Если будете закрывать сами себя, вы останетесь в одиночестве, да, по этой карте. Если вы не будете себя закрывать, считайте, что это подарок судьбы. Да, с каким-то подвохом, потому что пришлось пережить что-то, но вы получаете то, что хотите, потому что вы себя открываете. У вас на пороге какое-то приятное событие, какой-то важный выбор, и вот в этом уже случае оно заставит вас сделать то, что вы даже не ожидаете, и получить то, на что вы уже не рассчитывали. Ждите на днях. В ближайшее время вы сделаете для себя выбор. Может быть, сами будете перед выбором, может, какой-то человек заставит делать выбор. А вы его сделаете. И вот в данном случае, вот в этот уже случай, пройдя другие там прежние подарки судьбы и еще что-то, да, вы правильно поступите. Вы сделаете такое, что даже от себя не ожидали. И вы повернетесь лицом к своей жизни, и вы таки выйдете из этого одиночества, отшельничества и какой-то серо-черной ситуации, полосы своей жизни. Ждите. Ждите что-то интересное. Вот оно как будто топчется на пороге у вас. Вы стоите на одном месте, вы вдруг будете поворачиваться. Очень много света зажгется в вашей жизни. Колесница, да. Да. Ваша дорога. Ваша дорога. Но новая. Вы выходите из десятки мечей. Вот. Дорога из десятки мечей. Башня. Но здесь высшие силы берегут вас изо всех сил. И да, можно сказать, подарок судьбы не всегда радует. Но в данном случае вы будете очень сильно радоваться. Потому что то, что отжило себя, оно выкидывает себя. То, что уже все рушится, оно рушится. И вы будете потом либо восстанавливать что-то, что вам очень, не хочется, да? Не хочется выкидывать из своей жизни. Либо подметете и будете строить что-то новое. Но любовь в вашу жизнь идет. Вы выходите из одиночества. Огорчений много было, боли много было, предательства было. По колеснице две дороги, из которой вы из одной выходите и в которую вы в другую входите. Высшие силы посылают вам новое, что-то новое, новый дом, новые приобретения, новую любовь, новое понимание, рождение детей, рождение внуков. Вот такое посылают вам высшие силы. Вот. Так, следующая карта.
Старуха, да, мудрость, конец цикла и опыт. Хорошо. Так, у кого был такой вопрос? Это, знаете, хочется по этой карте сказать, кто из вас снимет маску наконец-то? Реально. Просто по этой карте. Кто из вас снимет маску? У вас есть такое понимание, что вы человек или не человек, в конце концов. Вот что-то типа этого. Вот у вас есть истинные намерения в этой жизни? Вы человек или вещь? Вы человек. Вы человек. И у вас есть истинные намерения в этой жизни. Но что-то появится в ближайшее время, или кто-то появится в ближайшее время в вашей жизни, кто откроет тебе глаза. Ты не старуха. Сколько бы вам лет не было, со стороны вас видят действительно очень сильным человеком, очень нужным человеком. Красивая душа, красивое лицо. Вас так видят. Вы мудрый, вы опытный, и у вас еще не конец вашего цикла. Хотя кто-то очень сильно переживает за вас. Почему вы так думаете? Почему? Если у вас был вопрос, почему я так выгляжу, допустим, да, почему я никому не нужна, либо что мне делать со своим весом, либо еще какой-то вопрос, ну, по вот этой карте, да, я думаю, примерно вы понимаете, что вы там спрашивали, и какой ответ будет, он будет ваш. Вы до конца цикла вашего вы еще не дошли. Вы еще не дошли. Вы еще и себя открывать будете, и кому-то поможете. Вам нужно снять маску. Маску описание себя. Даже не знаю, как еще сказать. Описание себя, понимание себя, потому что со стороны вы другой человек. Ну, давайте сейчас вот эту колоду возьму. Вы нравитесь мужчинам. И какому-то мужчине на всю жизнь будете нравиться. Вы нравитесь. Так что себя ругать не стоит. Вот он, отшельник, опять выходит, да. Не заставляйте себя быть в одиночестве, даже если знаете, что около вас есть люди. Потому что есть такое, что и тут маска есть. Вы человек, а не кто-то или что-то там такое, знаете, ненужное, ну что-то типа этого. Кто-то вам откроет глаза на все. Может, даже немножечко этот расклад, но кто-то еще. Кто-то еще. Вы как будто действительно, ну, по данному вопросу здесь выходите из темной зоны. Как глаза открываются. Действительно, как глаза открываются. В любовь идете. В любовь. И здесь, да, вот как бы вы выходите в любовь. Здесь ответ, вот такой именно. Вы очень нужный человек. Без разницы, сколько вам лет. Вас любят, вам верят. Вы мир, гармония и благополучие в жизни и своей, и других людей. Вас отпускать не хотят. Вас реально не хотят отпускать. Так, что-то я еще здесь вижу. Знаете, как будто бы свет в конце туннеля. Вот что я вижу здесь. Есть какая-то сейчас женщина, действительно женщина. Есть какая-то женщина, которая когда-то вам сказала: ты весь век помнить меня будешь. То ли в спину вам, и вы не слышали, а то ли даже и слышали.
Весь век помнить меня будешь. А знаете, что идет? Идет обраточка ей. Да, кто-то хотел на вас, у вас красоту украсть или что-то еще. Либо слишком зло настроен был по поводу вас, вашей жизни. И эта женщина, она сейчас будет получать свой век. Век, может быть, даже отшельничества, старухи и всего остального. Кто вас хотел загнать в сложности, сама будет получать. Она считает себя императрицей до сих пор, что она лучше всех. Но это она весь век помнить вас будет, потому что обраточка к ней уже идет. Я ее очень хорошо тут почувствовала, именно вот на вот этой карте. Если вам кто-то реально делал плохое, она сейчас будет получать, эта женщина. И вы, да, вы видите свет в конце туннеля, а ей туннель закрывается жизненный. Она выходит из потока. Вас нельзя обижать. Вас нельзя обижать. Она хотела вашу жизнь забрать себе. Не получится. Верховная жрица — это жрица верховных сил. Это то, что скрывается от вас. То, что вы даже о чем не догадываетесь. Вот сейчас идет исправление. Высшие силы сейчас это делают. И да, двойка мечей говорит, сделай уборку в доме. Но мне идет именно вот это житейское что-то, да, не что-то там вот как в силах, в энергиях, это я тоже вам всегда обязательно говорю, а что-то просто в доме, сделайте уборку. Как будто вот, знаете, как крест на чем-то поставьте. Либо эту вещичку какую-то или что-то еще, да, вымойте как следует и уберите как опять накопитель всего плохого, чтобы с вас снимало. Либо, если не по душе, я говорю, выкидываем, разрезаем. Вот как раз и идет снятие маски и ваше с вас, и с этой женщины. Вот, восьмерка кубков. Это уход и возвращение, уход и возвращение. То, что вам должно, оно вернется. То, что от вас, вам не должно быть около вас, там и вы вас, оно все уходит. Все, идет вот это вот. Энергии пересечения, энергии обратки, энергии возврата от вас к этой ведьме. Так что если на вас была порча, если на вас было какое-то нехорошее проклятие, если на вас были какие-то нехорошие действия, обычные действия, они все идут этой женщине обратно. Вы становитесь молодой, в общем, ваша душа, лицо, здоровье омолаживаются, давайте я так скажу, да? Обязательно, да будет так, обязательно. Поэтому, кстати, по этой карте еще вижу, кто-то вас очень сильно любит, и через какое-то время, не знаю, там, прям вот скоро позвонит по телефону. Как у тебя дела, скажет, спросит. Как у тебя? Что у тебя? Как вы там? Вот такой вопрос слышу для вас. Хороший человек. Ну и давайте пятый. Охотник. Ой. Преследование, стратегия и выживание. Ну, здесь карта квантового скачка какого-то. Твой квантовый скачок. Можно и так назвать. Такая вот карта. Знаете, сегодня, что-то сегодня должно быть. Вот сейчас. Знаете, такое впечатление, что хочется сказать, именно вот я вижу ваш просто один простой шаг уже сегодня может привести тебя к жизни твоей мечты. Многое будет радовать тебя уже через месяц. А сегодня первый шаг, простой шаг. Вы для себя сегодня уже как охотник должны решить, что вы хотите. Если вы хотите здоровья, первый шаг сегодняшний. Если вы хотите, не знаю, там, путешествий, все, первый шаг хотя бы в том, что вы планируете уже и откладываете что-то.
собираете себе вещички какие-то, да, что вы там будете носить, не знаю, но сегодня вы уже должны загадать желание, и это будет первый шаг сегодняшнего дня, сейчас именно, к исполнению очень многого уже через месяц. Потому что вы свою добычу возьмете в руки, вы уже за ней идете. Вот так вот. Стратегия вас толкает иногда на выживание, а иногда на конкретное хорошее приобретение. Вас, да, могут преследовать ваши мысли, неправильные, допустим, переживания, но еще и люди. Ну, по вот этой карте я увидела уже, что тут обраточка хорошая идет. А у вас как раз, да, охотник идет. Идет туда, куда надо. И это ваш путь. Вы заберете свое. И сегодняшний день, он, да, это простой, маленький шаг, который приведет тебя к жизни твоей мечты уже через месяц. Ответ на ваш вопрос стопроцентный. Давайте еще тут посмотрим. Подвешенная ситуация. Выводит тебя. Ну, подвешенная ситуация, это да, понятно, но подвешенный это еще и мысли нужные. Когда ты правильные решения принимаешь, и ты наконец-то переворачиваешься и начинаешь свой путь. С маленького шага, Паш Посохов, с маленького шага. И то, что ты уже накопил, то, что ты уже вложил и вложился, да, ты уже начинаешь получать плоды. Ты уже начинаешь, время пришло, реально время пришло получать плоды. Девятка мечей, почему тебя так сильно иногда тревожит что-то? Новости какие-то будут, которые тебя освободят от какого-то груза ответственности, либо переживаний. Новости, жди новости хорошие. И свои собственные, видите, как вам даже пальцем вот он говорит, ты идешь к себе, в свою жизнь, ты идешь туда, где тебе будет хорошо. Ты сделаешь правильные выводы, ты делаешь правильные шаги, и ты получишь то, что тебе предназначено. Вкладывался, любишь, участвуешь, понимаешь, и все тебе в кошелек, в твой карман, в твой дом, в твое сердце, в твою душу, все возвращается. Предупреждение есть? Пятерка мечей. Иллюзия. Иллюзия. Не будь в иллюзиях. Поступай так, как реально чувствуешь. Иллюзии обмана, они навешиваются людьми. И какой-то неправдивой информацией. Перепроверь и реши свое. Ты будешь в выигрыше. Вот это единственное предупреждение. Пятерка мечей. Но и тоже пятерка мечей. Скоро победа над трудностью, которая тебя мучает. И ты из нее выходишь обязательно. Просто обязательно, посмотрите. В твоих руках твое счастье. Ты получаешь свой подарок от судьбы. Так что так. Все. В принципе, все. Давайте посмотрим этого архангела. Так, карта утешения. Такая вот. Архангел Азраил. Я рядом с вами в трудную минуту, чтобы помочь вашему сердцу исцелиться. Я рядом с вами в трудную годину, чтобы помочь вашему сердцу исцелиться. Вот так. Этот ангел говорит о том, на сегодняшний день, на сегодняшний расклад, что именно он сейчас присутствовал на раскладе, даже не перевернут еще был, но он присутствовал здесь, чтобы утешить вас и повернуть вас на исправление того, что реально можно исправить. Карты подсказали с его помощью. Он утешил, и он сказал: я рядом с тобой. В самую трудную минуту, в самое трудное время я с тобой рядом. И я всегда буду помогать тебе.
как правильно подсказываю, ну, как бы подсказками, да, как правильно поступать, на что обращать внимание, и помогать твоему сердцу исцелиться и от предрассудков, и от страхов, и от понимания непонимания, и от одиночества, и от болезней. Он с вами. Да будет так, да будет все хорошо. Просто вопреки всему, чтобы было все хорошо в вашей жизни, так, как должно быть. И обязательно будет. Так ведь? Так. Так, что ждет вас на самом деле? Действительно, излечение, исправление. Очень большой поток идет, и вас действительно в этот поток заберет. Плохое, ну, где-то и будет, может быть, лазить, но всегда будем смотреть на раскладах, если что, карты подскажут. Вот. Пока что вот так и нормально, слава богу, да. Вас реально нельзя обижать, потому что если кто-то на вас обидится, обижая вас, ух, ему будет обраточка хорошая. Вот так и происходит. Кстати, а давайте посмотрим карту «Проводник». Так, карта «Проводник». Я возьму вот эту колоду. Луну. Вот напоследок карта «Проводник» сегодняшнего дня. Вот это вот все сила, это защита, это подсказки. А карта «Проводник». Сейчас какая-нибудь страшная выйдет. Сейчас. Еще потасуем. Угу. Любовь, уважение, благополучие, счастье, выздоровление, красота, все что угодно, потому что душа любит и вас тоже любят. Вот так. Слава Богу. Все. Теперь точно все на сегодняшний расклад. Хорошая карта из всей колоды. Супер. Любовь идет в вашу жизнь. Ну и счастье. Счастье. Это же хорошо, когда счастье, да? Вот. Все. Давайте до следующего расклада. Следующий расклад будет таро-прогноз на следующую неделю. Как бы после этого, да, если вы на моем канале, YouTube-канале. Вот, приходите, всегда вас жду, подписывайтесь, кто не подписался. А после расклада, таро-прогноза на следующую неделю будут уже новенькие видео, так что подписывайтесь по-любому. Будем смотреть, что еще карты скажут, что-то там, не знаю, новенькое, кого-то из общества откроет еще в более таком открытом виде, да, чтобы вы уже точно понимали, что там и кто там. Потому что есть подсказки, а когда есть подсказки, тоже неплохо. Так что на связи с вами, да, будем. Здоровья вам крепкое. Как всегда, самого всего лучшего. Подписывайтесь, еще раз говорю, на канал, кто не подписался. Жмите колокольчик, как я всегда повторяюсь, да. Если не трудно, ставьте лайки. И на связи. Все. Увидимся, услышимся на связи.